Молодая женщина по имени Лана возвращалась домой после прогулки по городскому блошиному рынку. У выхода с площади она заметила пожилого дедушку, возле которого на потрепанной картонке сидел крошечный котенок. Малыш дрожал всем тельцом, будто едва держался за жизнь. Лана подошла ближе и спросила мужчину, что случилось. Тот тяжело вздохнул и объяснил. У него был выводок котят, всех уже разобрали, и остался лишь этот, самый неуклюжий и, по словам прохожих, самый некрасивый. Забрать домой дедушка его не мог и признался, что если никто не купит малыша, его придется оставить котенка здесь. У Ланы болезненно сжалось сердце. Она представила, как этот крошечный комочек проведет ночь на холодном ветру. Дедушка полезла в сумку и обнаружила только двухдолларовую купюру, остальные деньги она уже потратила. К счастью, дедушка согласился и на такую символическую сумму. Аккуратно завернув котенка в свой теплый снуд, Лана поспешила домой. Первые недели были нелегкими. Малыш, которого она назвала Тико, плохо ел, всего боялся и постоянно жмурился, глаза сильно воспалились. Лана потратила много сил и времени, ухаживая за найденышем. Поила из пипетки, грела, лечила, разговаривала с ним тихим ласковым голосом. Удивительно, но уже через пару месяцев Тико превратился в бодрого, игривого котенка с длинными лапами и пушистой шерсткой. Когда пришла пора показать его ветеринару, Лана ничуть не сомневалась, что услышит обычный диагноз «дворовый котик». Но доктор долго рассматривал кота, ощупывал лапы, уши, хвост и, наконец, улыбнулся. «Девушка, знаете ли вы, что у вас настоящий чистокровный норвежский лесной кот?» Лана не могла поверить своим ушам. Теперь все становилось на свои места. И пушистые боковые бакенбарды, и характерные кисточки на ушах, и невероятно густая шерсть. Конечно, она была рада такому неожиданному открытию. Но, как понимала сама, даже если бы Тико оказался самым обычным дворовым котенком, это ничего бы не изменило. Она уже искренне любила его. С тех пор эта история стала одной из любимых семейных легенд. Друзья и родственники Ланы всегда удивлялись, как щедро жизнь может отблагодарить человека за доброе сердце. Лана спасла котенка, а он отплатил ей самым необычным подарком. Стал прекрасным, редким, удивительным другом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.